10 мая 2025 года. Концерт Кристины Орбакайте на Кипре. В кульминационный момент из-за кулис выходит Пугачева, берет микрофон и поет. Публика хлопает, соцсети бурлят. Вернулась. Но вернулась ли? Или просто напомнила о себе в нужный момент, когда затухающий интерес надо снова конвертировать в валюту? Это событие заставляет снова задать старый вопрос. Кем была Алла Пугачева? Великим артистом или удачным проектом? Талантом или образом? Самородком или сценарием, тщательно написанным еще в советские годы? От Арлекино к Примадонне. История Пугачевой как звезды началась в 1975 году, когда она с песней Арлекино победила на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии. Эта победа вывела ее на союзную орбиту и сразу в нужное время и место. Телевидение, радио, пластинки. Но что важно, Пугачева не была открытием с улицы. Она уже работала в ВИО «Веселые ребята». Имела за плечами опыт студийной записи, а также контакты в системе. Ее тогдашний муж, Михаил Орлов, работал в аппарате центрального телевидения. Случайность ли такой старт? Почему Пугачева и почему именно тогда? Конец 60-х, начало 70-х. Советская эстрада меняется, страна устала от шаблонной патетики и бравурных маршей. Нужен был новый образ женщины, независимой, чуть дерзкой, современной, но при этом удобной для ЦК, одобренной сверху, безопасной. И Пугачева стала этим образом. Поет не как Клавдия Шульженко поет, по-молодежному. Выглядит не как диктор, носит джинсы, балахоны, распущенные волосы. В песнях не лозунги, а личная тоска, одиночество, отчаяние. На фоне серой идеологической сцены она выглядела свежо и стала культовой фигурой, потому что так было нужно. Нужна была альтернатива, но управляемая. Голос эпохи. Но чей именно? Здесь начинается интересное. Уже в 80-е возникали слухи, что голос Пугачевой на концертах не всегда звучит одинаково. Некоторые партии в записях чересчур чистые, как будто дописаны. Она поет под плейбэк, даже на живых эфирах. Все это никогда официально не опровергалось. Более того, с конца 90-х это стало нормой. В 2009 году на концерте в Минске зрители заметили, что «Позови меня с собой» звучит как студийная запись 1982 года, до микросекунды. В телевизионных эфирах артикуляция не совпадала с голосом. На гастролях за рубежом, особенно в СНГ, часть песен явно шла под фонограмму. Для справки, советская сцена допускала фонограмму, особенно при плохом звуке. Но при этом у других звезд, Толкуновой, Кобзона, Ротару, почти не было таких обвинений, потому что они пели, а они открывали рот. Лицо проекта не его душа. Пугачева не просто певица, она бренд, за которым стояли десятки людей. Авторы песен, Пауз, Зацепин, Добронравов, звукорежиссеры, подбирающие тембры и диапазоны, стилисты, подающие ее как особенную, редакторы, вырезающие из интервью все лишнее. Это типичная витрина, как Райкин читал тексты Жванецкого и выдавался за мыслителя, как Пугачева исполняла тщательно выстроенный сценарий и становилась великой. Сцена как бизнес. С 2000-х Пугачева начала активно использовать свою медийность как источник дохода. Создавала проекты «Фабрика звезд», «Новая волна», где за деньги можно было выйти в свет. Монетизировала старые хиты, продавая билеты на концерты, где звучали записи 20-летней давности. Эксплуатировала культ своей персоны, модный бренд, духи, жюри, интервью, но не музыка. Она стала символом коммерции, а не сцены. Тем более не искусства. Ну и кто же она? Алла Пугачева не голос эпохи, а ее зеркало. Удобное, управляемое, с глянцем. За ней шла эпоха, но не потому, что она вела, а потому, что хорошо отражала. А голос? Возможно, он и был,
Но, как и многое в той стране, его могли заменить, если так было выгоднее. Какой можно сделать вывод? Кто-то выходит на сцену, чтобы жить, кто-то, чтобы заработать. Кто-то поет, а за кого-то поют. Кто-то становится символом эпохи, потому что есть душа, а кто-то потому что удобная оболочка.